Глубоко под хребтами Гиндукуша, там, где афганские перевалы уходят в облака, сейсмограф на маленькой станции вдруг вздрагивает так, что стрелка почти вылетает за край бумаги. Оператор смотрит на прибор и не понимает происходящего. Земля под ногами не шевельнулась ни на волос. Ни одна чашка не упала со стола ни в одном доме окрестных деревень. А прибор клянется, что где-то внизу произошло землетрясение, силой способной обрушить город. Сам прибор стоит неподвижно, а его запись говорит о подземной катастрофе, которую никто не почувствовал. Это противоречие не поломка аппарата и не ошибка оператора. Это одна из самых странных особенностей геологии нашей планеты. И именно здесь, под этими горами, она проявляется ярче всего. Казалось бы, чем сильнее толчок в глубине, тем страшнее должно трясти на поверхности. Эта мысль кажется само собой разумеющейся, она лежит в основе нашего бытового понимания землетрясений. Но горы Афганистана веками жили с этой загадкой наоборот. Чем глубже прятался удар, тем тише он звучал наверху. Именно поэтому целый регион считался сейсмически спокойным местом почти до самого конца XX века. Сегодня разберем, почему одна из самых беспокойных точек планеты десятилетиями выглядела молчаливой, и что ученые обнаружили под этими хребтами, когда, наконец, заглянули вглубь по-настоящему. Ответ перевернул представление о тектонике плит в этой части мира и заставил пересмотреть оценку сейсмической опасности для миллионов людей. Гиндукуш возник не сразу и не случайно. Около 50 миллионов лет назад индийская плита начала вжиматься в евразийскую с такой силой, что перед ней стали вставать хребет за хребтом. Гималаи, Каракарум, Памир и чуть в стороне узкий и острый Гиндукуш. Плита не просто толкала соседей, она заходила под них, ныряя вниз, будто нож под кожу Земли. Геологи назвали это движение субдукцией, то есть погружением одной плиты под другую. И на многих участках планеты процесс идет спокойно, отдавая тепло и напряжение слоями пород постепенно. Здесь все пошло иначе. Скорость столкновения, состав пород и особенности границ между древними фрагментами коры создали условия, которые не воспроизводятся нигде больше с такой интенсивностью на столь ограниченной площади. Гиндукуш вырос как рубец на теле Земли, там, где два континента не просто столкнулись, а буквально скомкали промежуточное пространство между собой, сминая осадочные слои в складки высотой в несколько километров. Процесс не завершен и сегодня. Плиты продолжают двигаться, и хребет продолжает медленно расти. Первые советские и индийские сейсмологи, ставившие станции в регионе в 1950-х и 60-х годах, обнаружили странность почти сразу. Толчки шли не с привычной глубины в несколько десятков километров, как в большинстве горных систем мира, а куда глубже – 100, 150, а порой и 200 с лишним километров под поверхностью. На такой глубине землетрясения обычно быть не должно. Материал под корой при таком давлении и температуре должен быть достаточно горячим и пластичным, чтобы деформироваться плавно, а не трескаться резко. А здесь трескалось снова и снова, будто кто-то методично разламывал каменную плиту глубоко под ногами афганских крестьян. Советские сейсмологи передавали данные в Москву, где коллеги перепроверяли расчеты по несколько раз, не веря собственным результатам. Однако цифры всякий раз подтверждали одно и то же. Эпицентры уходили вниз далеко за пределы нормы, туда, где по всем теоретическим расчетам Земля должна была вести себя совсем иначе. Ученые назвали это скопление глубоких толчков гнездом Гиндукуша, и очень быстро оно попало в список самых загадочных сейсмических точек планеты. Термин «гнездо» не случайен. Эпицентры действительно собраны в плотное скопление, как птицы на одном насесте, а не рассыпаны по обширной зоне, как бывает в большинстве активных регионов. Обычная логика подсказывала одно решение – пиши отчет, отмечай аномалию, продолжай наблюдение. Но природа приготовила испытание похуже для тех, кто пытался объяснить происходящее простыми словами. Существующие модели субдукции не укладывались в наблюдаемую картину.
Ни одна из них не предсказывала такого скопления сверхглубоких событий в горной системе подобного типа. Либо модели были неполными, либо в Гиндукуше шел какой-то принципиально иной процесс. Наука не любит оба варианта одновременно, но именно в такой ситуации оказались исследователи гнезда уже к концу 60-х годов. Чтобы понять масштаб странности, нужно вернуться на тысячи лет назад, к людям, которые жили в этих горах задолго до появления сейсмографов. Караванщики Шелкового пути, проходившие через Вахан и перевалы Гиндукуша, оставили записи о горах, которые время от времени вздрагивали без видимой причины. Местные легенды рассказывали о духах, что ворочаются в каменном теле хребта, о подземных силах, чей сон иногда становился беспокойным. Ни одна из этих историй не объясняла явление научно, но каждая пыталась зафиксировать одно и то же наблюдение. Где-то в глубине что-то живет своей отдельной, непонятной жизнью, и изредка она дает об этом знать. Горцы замечали, что толчки, которые они ощущали, почти никогда не разрушали строений, только пугали скот и заставляли людей выходить из домов на улицу из осторожности. Само это наблюдение, сильный толчок без разрушений, было частью загадки, которую наука расшифрует лишь спустя столетия. Средневековые персидские хронисты, описывавшие путь через горы в направлении Бактрии, упоминали толчки, которые чувствовались как далекий гул, будто под землей прокатывалась телега. Ни разрушенных стен, ни трещин в домах эти записи не фиксировали, просто гул, звук без разрушения. Арабские географы X века, составлявшие описание Хорасана и земель к северо-востоку от него, также упоминали особую дрожь в этих горах, отличную от той, что случалось в других горных районах. Сегодня можно сказать почти наверняка, люди слышали и слабо ощущали ровно то самое явление, которое столетия позже заставит сейсмологов ломать голову над странной парой цифр в отчетах. Глубина удара и сила сотрясения на поверхности никак не хотели совпадать по привычной формуле. Хронисты невольно оставили научное свидетельство задолго до того, как наука придумала, как правильно задать этот вопрос. Среди людей до сих пор живет миф, что чем сильнее землетрясение, тем разрушительнее его последствия. Эта мысль так распространена, что попала даже в учебники, но применительно к Гиндукушу она не работает. Сила толчка на глубине в 200 километров может быть весьма значительной, но энергия, поднимаясь через толстый слой породы, рассеивается, слабеет, теряет резкость удара. На поверхности регистрируется лишь мягкое колебание, а иногда вовсе ничего, кроме отметки прибора. Дело еще и в том, что характер волн меняется при прохождении через горячую и пластичную мантию. Они теряют высокочастотные составляющие, которые и создают ощущение резкого удара. Это физическое явление называют затуханием волн, и в горячих породах глубокой мантии оно работает особенно эффективно. Гора, способная спрятать землетрясение почти целиком внутри себя, выглядела снаружи спокойной, а внутри все это время бушевала. Это принципиальное несоответствие между видимым и реальным стало главной ловушкой для всех, кто пытался оценить сейсмический риск региона по внешним признакам. Одна из первых крупных попыток разобраться, что происходит внутри хребта, пришлась на 70-е годы, когда международные группы сейсмологов начали ставить более чувствительные станции вдоль границы Афганистана и Пакистана. Работа шла тяжело. Горные тропы, отсутствие дорог, суровый климат превращали установку каждого прибора в отдельную экспедицию. Инженеры тащили оборудование на вьючных животных, чинили генераторы на морозе, ночевали в кишлаках, где электричество было редкостью. Данные передавались по радиоканалам с частыми помехами, и исследователи порой теряли целые серии записей из-за технических сбоев в самый неподходящий момент. Но данные, которые все же удалось собрать, только усилили загадку. Толчков было много, они шли почти без перерыва, а их эпицентры складывались не в плоскость, как обычно бывает у погружающейся плиты, а в вытянутое, скрученное тело. Будто кусок породы там, внизу, свернулся и застыл в неестественной форме, нарушая все правила нормальной субдукции. Этот образ, скрученное тело внутри горы, надолго занял центральное место в научных дискуссиях об этом регионе.
Затем пришли иные времена, и на десятилетия сама возможность работать в регионе исчезла. Война, смена власти, закрытые границы остановили большинство международных сейсмических проектов. Ученые, начавшие расшифровывать гнездо Гиндукуша, потеряли доступ к собственным станциям. Записи копились в архивах, но интерпретировать их в полную силу стало почти невозможно без новых данных и без возможности уточнить координаты станций на местности. Часть оборудования была уничтожена в ходе боевых действий, часть просто перестала работать без технического обслуживания. Оказалось, разгадать одну из самых странных горных систем планеты будет мешать не только сложная геология, но и история целой страны. Это горькое совпадение. Научная проблема заморожена политической катастрофой, повторялась несколько раз на протяжении 20 лет, и каждый раз восстановление работы начиналось почти с нуля. Наука о Земле оказалась заложницей человеческих конфликтов. Ситуация изменилась только с появлением глобальных сетей цифровых сейсмографов в конце 20 и начале 21 века. Приборы, расставленные по всему миру, начали фиксировать волны от гиндукушских толчков даже за тысячи километров, и это позволило восстанавливать картину без необходимости физически находиться в самом Афганистане. Сети в Европе, Японии, Северной Америке и Центральной Азии фиксировали одни и те же события под разными углами, и из этих пересекающихся измерений можно было вычислять трехмерное положение источника с точностью, недоступной прежним методам. Цифровая запись позволяла хранить данные в неизменном виде и обрабатывать их повторно по мере появления новых алгоритмов анализа. Именно тогда, кропотливо сопоставляя тысячи записей, геофизики из разных стран пришли к разгадке, которая перевернула прежние представления о регионе. Технологии позволили сделать то, что физически не мог позволить ни один полевой сезон в горах. Плита, погружавшаяся под Гиндукуш десятки миллионов лет, не осталась цельной лентой камня, спокойно уходящей вглубь мантии. В какой-то момент, судя по данным, кусок этой плиты оторвался. Ученые называют такой процесс разрывом слэба. Тяжелая часть плиты, оказавшись слишком массивной и слишком глубоко ушедшей в горячую мантию, буквально отламывается и начинает тонуть самостоятельно, будто оторвавшийся кусок якорной цепи. Этот процесс известен и в других регионах мира, но нигде он не создает такой концентрации сверхглубоких толчков на столь ограниченной площади, как под Гиндукушем. Оставшаяся часть плиты, все еще связанная с поверхностью, продолжает деформироваться под колоссальным напряжением, которое создает падение оторвавшегося куска. Именно в ней рождается непрерывная серия глубоких толчков, следствие не нового столкновения плит, а внутреннего разрушения одной из них. Гора не просто давит на мантию снизу, она переживает собственный медленный распад, который мы наблюдаем через записи сейсмографов. Но чтобы подтвердить эту картину, нужно было ответить на вопрос, который висел нерешенным много лет. Как свести тысячи отдельных точек толчков в единую трехмерную модель, если каждая станция видит только часть картины, а горы искажают саму скорость прохождения волн? Разные типы горных пород пропускают сейсмические волны с разной скоростью, и без точной карты состава пород любое построение модели рискует дать неверный результат. Ответ пришел через метод, который называют сейсмической томографией. Волны от далеких землетрясений, проходя сквозь Землю, замедляются или ускоряются в зависимости от плотности и температуры породы на своем пути. Собрав тысячи таких проходов из разных источников и направлений, можно построить внутренний разрез хребта, почти как медицинский снимок тела человека. Метод требует огромных вычислительных мощностей и большого числа станций, и именно поэтому он стал доступен лишь тогда, когда оба этих ресурса наконец сошлись вместе в одном проекте. Результат превзошел ожидания. Под Гиндукушем обнаружился не ровный клин погружающейся плиты, а скрученная, почти свернутая узлом структура, уходящая на глубину до 300 с лишним километров. Кусок оторвавшейся плиты продолжает тонуть, увлекая за собой соседние слои породы, а верхняя, еще прикрепленная часть, испытывает такое напряжение изгиба, что трескается сама по себе десятками раз в год.
По интенсивности этого процесса Гиндукушское гнездо не имеет аналогов в горных системах Центральной Азии. Гора в буквальном смысле держит внутри себя обломок собственного древнего фундамента, который она медленно, по кусочку, роняет в мантию. Каждый такой фрагмент, отделяясь, создает небольшой, но вполне измеримый толчок, который приборы фиксируют на поверхности как легкое дрожание. Суммарная энергия, выделяемая в гнезде за год, сопоставима с несколькими крупными землетрясениями, но она размазана по сотням мелких событий и рассеяна на пути вверх через толщу пород. Каждый такой цикл открытия рождал новый вопрос. Если плита рвется, то когда она начала рваться? Изотопный анализ пород и модели скорости погружения подсказали ответ, от которого захватывает дух. Разрыв, судя по всему, начался несколько миллионов лет назад и продолжается прямо сейчас, в реальном времени, под ногами живых людей. Это значит, что процесс, идущий там внизу, геологически молод. Он начался уже после того, как на Земле появились люди современного типа. Горы Афганистана не молчали никогда. Они просто ломали кость собственного основания слишком глубоко, чтобы человек мог это почувствовать без специального прибора. Планетарный масштаб события разворачивается медленнее, чем человеческая жизнь, но быстрее, чем большинство тектонических событий, которые мы привыкли считать завершенными миллионы лет назад. В каком-то смысле мы застали этот процесс на живом, что само по себе редкая удача для науки. Осознание масштаба тут же поставило практический вопрос перед сейсмологами и инженерами. Если энергия рассеивается на глубине, значит ли это, что региону совсем не грозит разрушительное землетрясение на поверхности? Ответ оказался тревожнее, чем хотелось бы. Помимо глубокого гнезда, вдоль тех же горных систем существуют и обычные приповерхностные разломы, где напряжение накапливается медленно и куда более опасным способом. Именно один из таких неглубоких разломов дал о себе знать в 2005 году, когда толчок с эпицентром в Северном Пакистане унес жизни около 80 тысяч человек и разрушил десятки тысяч домов. Это стало одной из самых страшных природных катастроф региона за многие десятилетия. Глубинная тайна и поверхностная угроза существуют рядом, но подчиняются разным законам, и спутать их означало бы опасно недооценить реальный риск. Глубокое гнездо само по себе почти безопасно для людей, но оно существует в окружении активных приповерхностных разломов, каждый из которых способен ударить в любой момент. Отдельная сложность в изучении гнезда заключалась в том, что глубокие толчки Гиндукуша, несмотря на свою силу, крайне редко несут разрушения. Это означало, что местные власти долгое время просто не видели смысла вкладываться в дорогостоящие сети наблюдения. Средства уходили на более очевидные и близкие угрозы – паводки, оползни, последствия засух и вооруженные конфликты. Международные организации, готовые финансировать сейсмические исследования в зонах высокого риска, тоже с трудом обосновывали бюджеты для региона, где прямого ущерба от землетрясений почти не было видно. Наука о глубинах хребта долгие годы держалась почти исключительно на энтузиазме отдельных исследовательских групп, работавших урывками между периодами политического затишья. Это создавало постоянные пробелы в данных, из-за которых каждый новый этап работы начинался с восстановления уже добытого, а не с продвижения вперед. Парадокс состоял в том, что именно отсутствие катастроф мешало изучению потенциально катастрофической зоны. Именно поэтому решающий прорыв пришел не из самого Афганистана, а из международного сотрудничества. Данные с десятков станций по всему миру объединили в единую базу и обработали заново с помощью более совершенных вычислительных моделей. То, что раньше выглядело как разрозненный шум и случайные помехи, при должной обработке превратилось в четкую, почти скульптурную картину скрученной плиты внутри горы. Участвовали группы из России, Германии, США, Китая и Ирана, каждая со своей архивной базой данных и своим взглядом на проблему. Объединение этих взглядов и дало ту полноту картины, которая была недостижима для любой одной страны в одиночку. Иногда самое важное открытие требует не новой экспедиции, а просто более внимательного взгляда на данные, которые уже давно лежали в архивах,
ожидая правильного вопроса и достаточно мощного компьютера. Сотрудничество там, где политика не позволяла физического присутствия, оказалось единственным работающим форматом. Для местных жителей эта новость означала не абстрактную науку, а вполне конкретный поворот в понимании собственной земли. В горных кишлаках Бадахшана и Нуристана рассказы стариков о ворочающихся силах горы неожиданно получили почти буквальное подтверждение. Там, в глубине, действительно что-то ворочается, ломается, отрывается. Легенда не описывала физику верно, но интуиция поколений уловила саму суть явления задолго до появления первого сейсмографа. Пастухи знали, в какое время года горы особенно беспокойны, хотя и не умели объяснить, почему именно. Эти наблюдения не помогали геофизикам напрямую, но напоминали: человеческий опыт, накопленный за столетия, содержит информацию, которую научные инструменты начали фиксировать лишь недавно. Признать ценность народного знания оказалось важным шагом для нескольких исследовательских групп, начавших систематически собирать исторические свидетельства о толчках наравне с инструментальными данными. Есть в этой истории и человеческая деталь, которая держится памятью отдельных семей крепче любого научного отчета. Сейсмолог, один из тех, кто десятилетиями пытался собрать станции в горах Афганистана, вспоминал, как местный проводник, ночуя рядом с палаткой, где стоял прибор, каждое утро спрашивал одно и то же: спала ли гора этой ночью? Для проводника это был не научный вопрос, а житейская мера спокойствия перед новым переходом через перевал. Ученый признавался позже, что сам стал измерять свои дни этой простой мерой задолго до того, как понял истинный масштаб происходящего под их ногами. Прибор мог зарегистрировать десятки толчков за ночь, но гора для проводника все равно спала, потому что по утрам тропа оставалась целой, и путь был открыт. В этом расхождении между научным и бытовым пониманием риска целая философия взаимоотношений человека с живой землей, которая всегда была сложнее любой шкалы магнитуд. Чтобы понять, почему именно Гиндукуш стал такой аномалией среди десятков других горных систем планеты, геофизикам пришлось сравнить его с соседями. В Гималаях чуть южнее погружение индийской плиты идет по классической схеме. Плита ныряет плавно, толчки происходят на привычной глубине в несколько десятков километров, и разрывов плиты там не фиксируют в таком масштабе. В Каракаруме картина схожа: колоссальные высоты, но без аномального скопления сверхглубоких толчков. В Гиндукуше же плита изгибается почти под прямым углом, будто ее здесь заламывали сильнее, чем где-либо на границе двух континентов. Одна из версий объясняет это тем, что здесь столкнулись не просто две плиты, а несколько мелких обломков древних материков – микроплит, которые в древности были отдельными кусками земной коры и лишь позже срослись в единый горный массив. Каждый такой шов между бывшими фрагментами ослаблен, и именно вдоль него плита рвется легче, чем вдоль целого куска породы. Эта идея о множестве сросшихся микроконтинентов объясняла не только сейсмику, но и необычную геохимию пород в разных частях хребта. Эта гипотеза потребовала проверки, а проверка потребовала данных не только сейсмических, но и геохимических. Ученые взяли образцы вулканических пород возрастом в десятки миллионов лет, поднятых в разных частях хребта, и сравнили их химический состав. Если Гиндукуш действительно сложен из сросшихся фрагментов разного происхождения, состав пород должен различаться от участка к участку сильнее, чем внутри цельного массива. Пробы брались в условиях высокогорья, при разреженном воздухе и сложном рельефе. И сама логистика этих экспедиций заслуживает отдельного рассказа. Результат подтвердил догадку. Химические отпечатки пород действительно менялись почти скачками на расстоянии в несколько десятков километров, будто путешественник переходил из одной древней страны в другую, без всякой видимой границы на поверхности. Каждый такой химический скачок обозначал бывшую границу между микроконтинентами, которые сотни миллионов лет назад были разделены океанами, а теперь смяты в единый хребет без малейшего намека на прежнее расстояние между ними. Каждое новое подтверждение поднимало ставку истории выше.
Регион, который веками казался периферией мировой геологии, оказался лабораторией сразу нескольких редчайших процессов: столкновением древних микроконтинентов, разрывом погружающейся плиты и почти уникальным для планеты нагромождением сверхглубоких землетрясений в одной точке. Из нескольких десятков активных сейсмических зон на Земле Гиндукушское гнездо остается одним из самых плотных и самых глубоких, наравне лишь с несколькими точками у берегов Южной Америки и Индонезии. Там похожие процессы разрыва плиты также были зафиксированы через сходную методику томографии. Но ни одна из тех зон не сочетает такую плотность событий с такой изолированностью от регулярных научных наблюдений. Гиндукуш оказался редкой аномалией в квадрате. Уникальный геологический процесс в уникально труднодоступном месте. Именно это сочетание делало его таким трудным для изучения и таким ценным для науки одновременно. Каждый новый результат здесь стоил вдвое дороже, чем в более доступных регионах. Философский смысл этой истории шире одного горного хребта. Тишина не всегда означает покой. Иногда самые бурные процессы происходят так глубоко и так медленно по человеческим меркам, что снаружи их просто не разглядеть без специального инструмента и без десятилетий терпеливого наблюдения. Люди веками жили рядом с одной из самых активных точек земной коры и считали ее спокойной только потому, что не имели способа заглянуть внутрь. Это не вина и не ошибка наших предков, это просто предел восприятия без технологии. Наука последних десятилетий дала нам тот самый инструмент взгляда вглубь, который раньше заменяли мифы и легенды. И оказалось, что мифы были правы в самом главном – гора живая. И то, что она творит внутри себя, не укладывается ни в какие простые правила. Это напоминание о том, что наблюдаемый покой не всегда настоящий покой. Сегодня, пока где-то в горах Афганистана продолжается очередной день, сети сейсмографов по всему миру фиксируют новые слабые толчки из того самого гнезда на глубине в 200 километров. Каждый такой сигнал добавляет еще одну строку в историю оторвавшейся плиты, которая продолжает медленно тонуть в мантии прямо сейчас. Исследователи, обрабатывающие эти данные в лабораториях Москвы, Берлина и Токио, видят картину в режиме, близком к реальному времени. То, о чем не могли и мечтать их коллеги, тащившие приборы на вьючных животных через перевалы полвека назад. Процесс не останавливается. Плита продолжает рваться, гнездо продолжает жить своей отдельной жизнью, и горы Афганистана продолжают хранить внутри себя ту самую тайну, которую люди чувствовали веками, но смогли понять лишь тогда, когда научились слушать Землю достаточно внимательно. Каждый новый толчок – это еще один момент живой геологии, которую мы наблюдаем в реальном времени.